Всем привет, ребята! Ну что, прошло очень много времени, и я решила вернуться на YouTube. Вернуться я решила с прекрасным видосом, потрясающим, а именно обзором на новый альбом «Рамштайн». Мне не хочется длинных предисловий, давайте сразу приступим к разбору нового альбома. Мы, как обычно, с вами пройдемся по музыкальной составляющей, по лирике, и в конце сделаем определенные выводы, и, естественно, пройдемся по каждому треку. Погнали! Несмотря на то, что песня называется «Армия уныния», Рамштайн открывает альбом достаточно бодро. Мы слышим уже привычные и полюбившиеся нам рифы, простые ударные партии, невероятно красивую мелодию клавиш от Флаки и заигрывающий с интонацией голос Тиля. В общем, все, что мы любим в Рамштайн, и ничего необычного. Давайте взглянем на текст. Тиль в этой песне протягивает всем, кому сейчас тяжело и грустно, руку и говорит о том, что вы не одни. Давайте грустить вместе, не будьте в стороне. Мы вместе в этой печали, мы все перетерпим и все преодолеем. Достаточно бодрящий текст. Сейчас многим людям нужны эти слова и поддержка. Так что спасибо, Рамштайн, за такую приподнимающую дух песню. «Zeit» — невероятно красивая баллада, в честь которой был назван альбом. Песня вышла 10 марта в качестве ведущего сингла. Также на нее был снят завораживающий и одновременно ужасающий клип. «Время» повествует о прекрасном, желанном моменте, который омрачен мыслью о быстротечности жизни. Мы все время куда-то стремимся, бежим, не успеваем поймать момент, живем как будто во сне, и в какой-то момент просыпаемся и понимаем, как быстро летит время. Хочется его остановить, замедлить, но оно не подвластно. Здесь также затрагивается тема рождения и смерти, бесконечного цикла жизни. В клипе это здорово показано. Я даже не знаю, как некоторые кадры пропустил YouTube. Обязательно посмотрите эту работу. Все-таки клипы у Рамштайн действительно потрясающие. Если мы говорим о музыкальной составляющей, то Флаки здесь действительно постарался сделать затрагивающую душу мелодию, а завывающий бэк-вокал только усиливает это ощущение отчаяния и грусти от уходящего времени и бессилия перед смертью. Лично для меня это одна из лучших песен в альбоме, если не лучшая. Я вся была в мурашках при прослушивании. Встречает нас завораживающая мелодия, которая прерывается знакомыми, незамысловатыми, но такими любимыми рифами. Вообще, мне очень хочется выделить работу Флаки во всем альбоме, однако в целом песня для меня ничем не отличилась, если честно. Деды в этот раз явно сделали упор на более спокойное философское настроение, но и без своей фирменной дерзкой перчинки они нас тоже не оставили. Но об этом чуть позже. Тема песни гласит, что в каждом человеке есть темная сторона, и в минуты грусти и боли она манит к себе, и кто-то поддается этой тьме и теряет в ней себя. Более бодрая песня, которая начинается с интересных сэмплов. Эту тему рамы тоже обожают. Но все это мы уже слышали. В треке выделяется бридж с восточными, но при этом современными электронными мотивчиками, что тоже не раз мы могли слышать в их творчестве. Здесь, я думаю, Тиль напевает нам о двуличии людей. Может казаться, что они безопасны, милы, но в самый неожиданный момент прилетает нож в спину. Эти персоны могут быть обаятельными, привлекательными, но ядовитыми. Zick-Zack, Zick-Zack, schneid das ab. Группа впервые анонсировала песню 3 апреля. Они также разместили отредактированные фотографии того, как они будут выглядеть после пластических операций, и подписали их «Лучше, больше, тяжелее». Клиника красоты Зика Зака. Кроме того, выложили фото с призывом звонить по номеру телефона. Позвонив по этому номеру, вы могли узнать, когда выйдет новый сингл, и также послушать отрывок небольшой. Это, кстати, очень классный ход. В плане инструментала «Цик-цак» для меня типичная песня Рамштайн. Похоже примерно на 80% их творчества. Плохо это или хорошо, решать для себя каждому. Мне лично песня понравилась. Рамы не утратили свой запал и к утрированию. Давайте познакомимся с текстом. Цик-цак высмеивает тягу к косметологической хирургии, особенно в пожилом возрасте. Многие люди не могут смириться с подступающей старостью и всячески пытаются сохранить молодость или сделать себя лучше. Где-то увеличить, где-то уменьшить, и иногда не могут остановиться. По итогу это все выглядит именно так, как показали музыканты в клипе. Убого. Очень, кстати, актуальная тема, так как у некоторых людей просыпается настоящая зависимость от пластической хирургии, косметологии, и они просто уродуют себя.
Песня открывается с величественного напева хора. Такой прием тоже любим и привычен для Рамштайн. И это прекрасно, потому что звучит это по-настоящему круто. Только вот когда ты понимаешь, какие строчки этот хор так величественно напевает, хочется просто помереть со смеху. Несмотря на то, что Рамштайн уже деды, хулиганить они все равно не перестали. И текст этой песни тому подтверждение. ОК расшифровывается как «без презерватива». И в этих двух словах и заключается смысл песни. Вы можете почитать перевод и неистово так посмеяться, но так как я не намерена делать выпуск 18+, мы с вами перейдем к 7-му треку. Ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt. Der Tod ist stark. Когда я слушаю песню «Мои слезы», у меня сразу возникает параллель с треком «Кукла» из предыдущего альбома. Такая же завывающая, грустная, эмоциональная. По тексту можно предположить, что это даже некое продолжение истории, когда мальчик с тяжелым детством, у которого сестра работала проституткой, вырос, но продолжает жить с ней вдвоем в нищете. Однако в этой песне все же поется не о сестре, а о матери. Лирический герой описывает нездоровые отношения с матерью. Она подавляет сына, держит около себя и не хочет отпускать. Маленький испуганный мальчик так и не смог вырасти в сильного и взрослого мужчину, а остался ребенком во взрослом теле возле маминой юбки. Меня лично песня зацепила, и мне кажется, это одна из любимых в альбоме. Vom schwarzen Mann. Во-первых, сразу хочется вам сказать, что если вы не посмотрели клип, то обязательно посмотрите. Вы можете просто даже сейчас остановить этот видос, посмотреть клип и прийти обратно. Это невероятно актуальная, стильная и мощная работа. Досмотрите прям до самого конца. Во-вторых, я считаю, что это одна из самых сильных песен в альбоме. Она встречает нас с перкуссией, как в рекламе 1xBet. Извините, но не могла не отметить, но очень похоже. И переходит в злобный риф. У меня прям мурашки с него. А какой посыл? Переводится песня как страх и прекрасно характеризует послание. Из-за недостатка образования и критического мышления многие люди подвержены пропаганде. Они начинают превращаться в зомби. Им можно внушить все, что угодно, и они будут с выпученными глазами следовать этому страху. Им можно внушить, что все вокруг враги, что зло обязательно придет, и необходимо быть вооруженным и готовым ко всему. Ничего не напоминает? Ну, что я могу сказать про эту песню? Очередная хулиганская работа. Как же не спеть про сиськи? Вы что, это ж святое. Так вот, текст песни переводится как «большие сиськи», а лирический герой изнемогает, как хочет себе женщину, не обязательно умную, не обязательно красивую, лишь бы с большими сиськами. Конец. Рифачок здесь жирненький, вкусный, зацепил меня сразу. Но опять-таки, это мы уже слышали. Меня, конечно, посмешило это, я бы сказала, типичная советская мелодия на фоне. Вписывается великолепно. Вначале под красивую мелодию из 3 нот Тиль своим бас-баритоном зачитывает нам слова лирического героя, говорящего об идеале, которым он пытается казаться, притворяться. Однако это все ложь, он устал от нее, он врет всем вокруг и даже самому себе. Интонационно Тиль очень интересно показал этот хитрый, завлекающий и лживый говор лирического героя, который перерастает затем в крик от презрения к самому себе в припеве. В музыкальном плане я могу выделить бридж на 2-й минуте. А еще меня позабавил автотюн. С ним музыканты тоже знатно игрались в альбоме. Ну что, перейдем к заключительному треку. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Прекрасное завершение альбома. После того, как фанаты услышали песню, у многих появился вопрос. Неужели Рамштайн прощаются с нами и говорят, что это последняя их работа? В припеве на нескольких языках Тиль напевает «до свидания», а в тексте мы видим строчки «Последняя песня, последний поцелуй, чудо не произойдет, до свидания, до свидания». Время, проведенное с тобой, было прекрасным. Я не слышала от них никаких заявлений, как мне кажется, это просто красивое завершение альбома или в крайнем случае послание, что скоро их карьера подойдет к концу, и этот день все ближе. Но это не означает, что это их последний альбом. Хотя, кто знает. Я лично уже после Либиус Фуралида ни на что не надеялась. Ну что, давайте делать выводы. Чтобы понять и полюбить альбом, мне понадобилось 4 прослушивания. Лучше ли это альбом Рамштайн? Конечно же нет. Даже «Спичка» мне понравилась больше. Она была более энергичной, бодрой, там присутствовали очевидные хиты. В этом альбоме такое ощущение, как будто таких явных хитов нет. Рамштайн решили не экспериментировать, а оставить свое доброе и всем привычное звучание. Не знаю, хорошо это или плохо, мне кажется, каждый должен
должен для себя сам решить. Это хороший альбом с полюбившимися нам рифами, простыми ударными партиями, прекрасными клавишами в флаке. В целом я осталась альбомом довольна. Рамштайн, как всегда, и пофилософствовали, и грустинку пустили, и актуальные темы затронули. Ну и, конечно же, свою хулиганскую перчинку тоже не забыли и добавили. Ожидала ли я большего? Да нет, я как-то в целом ничего особо и не ожидала. Конечно, это уже не те пылкие и дерзкие, как пуля резкие Рамштайн, все-таки возраст. Я просто рада, что они продолжают радовать нас своей музыкой и особо не заходят в эти эксперименты, которые приводят обычно многих музыкантов в тупик или вообще портят общее впечатление. Буду ли я переслушивать этот альбом? Естественно. Ну что ж, и на этом все. Напишите обязательно внизу в комментариях, какой трек ваш любимый, понравился ли вам альбом в целом, ожидали ли вы что-то конкретного от Рамштайн, или вы всем довольны. Спасибо вам большое за поддержку, за просмотр. Если вы меня захотите как-то дополнительно поддержать, все ссылочки будут в описании. Также заходите и подписывайтесь на мои соцсети. Пока!